Луна заливала двор мягким серебристым светом, когда Лиза захлопнула дверь квартиры, не оглядываясь. Ее шаги гулко отдавались в пустом подъезде, а в груди клокотала обида, смешанная с болью. Она не хотела слушать его объяснений, не хотела видеть его лицо, лицо, которое еще вчера заставляло ее сердце биться быстрее. Сегодня оно стало чужим. «Лиза, подожди!» — крикнул Артём, но его голос утонул в стуке ее каблуков по асфальту. Она не обернулась. Не могла. В голове крутился один и тот же образ. Он, обнимающий другую у кафе на углу. Это видела ее подруга Катя, и ее слова жгли, как раскаленное железо. «Я не хотела тебе говорить, но...» Он был с ней. Они выглядели так, будто... Ну, ты понимаешь. Лиза понимала. Понимала слишком хорошо. Она дала себе слово больше никогда не верить мужчинам. Особенно Артёму. Прошел год. Лиза сменила работу. Переехала в другой район города, чтобы ничего не напоминало о прошлом. Но иногда, лежа в темноте, она невольно вспоминала его улыбку, его привычку поправлять очки, когда он нервничал. Эти воспоминания были как уколы. Короткие, но мучительно острые. Однажды вечером, сидя с Катей в кафе, она решилась спросить: «Катя, ты уверена, что видела его тогда? Может, ты ошиблась?» Катя закатила глаза, отпивая кофе. «Лиз, ну сколько можно? Я же не слепая. Он был с той блондинкой, они обнимались. Я тебе как подруга говорю, забудь его. Он не стоит твоих слез». Лиза кивнула, но в ее душе что-то дрогнуло. Что-то, чему она не могла дать название. Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Тем временем Артём жил своей жизнью. Точнее, пытался. После того вечера, когда Лиза ушла, он перестал улыбаться. Друзья замечали, что он стал тише, замкнутее. Он бросил любимую работу в фотостудии и устроился в офис, где дни тянулись бесконечно долго. Его младшая сестра Маша, единственный человек, с которым он делился своими мыслями, однажды не выдержала. «Артём, ты не можешь всю жизнь себя наказывать. Позвони ей. Объясни». Он покачал головой, глядя в окно. Она не поверит. Она даже не захотела слушать тогда. И я не хочу ее заставлять. Маша вздохнула. Ей было всего 17, но она знала брата лучше, чем кто-либо. Она видела, как он тоскует. И знала, что та ночь, когда все рухнуло, была не тем, чем казалось. Лиза сидела в парке, листая книгу, но мысли ее были далеко. Она начала встречаться с новым парнем, Максимом. Но каждый раз, когда он брал ее за руку, она ловила себя на мысли, что сравнивает его с Артемом. Это было несправедливо. Ни к Максиму, ни к самой себе. Она пыталась забыть, но сердце упрямо хранило старые раны. В тот день она решила прогуляться до старого дуба в центре парка. Это было их с Артемом место. Когда-то еще подростками они вырезали свои инициалы на коре L+А. Она не была там с тех пор, как они расстались, но что-то тянуло ее туда, словно невидимая нить. Подойдя к дереву, она замерла. У ствола стоял Артём. Он выглядел старше, чем она помнила. Волосы чуть длиннее, в глазах — усталость. В руках он держал маленький нож, которым аккуратно подправлял их старые инициалы, будто пытался вернуть прошлое. «Артём!» — ее голос дрогнул. Он обернулся, и на мгновение время остановилось. Его взгляд был таким же теплым, как раньше, но теперь в нем сквозила боль. «Лиза». Он замялся, словно не знал, что сказать. «Я просто хотел привести это в порядок». Она шагнула ближе, чувствуя, как внутри все сжимается. «Зачем?»
Это же просто дерево. Прошло столько лет. Он отвел взгляд, словно собираясь с силами. Потому что это все, что у меня осталось. Они сели на старую скамейку неподалеку. Молчание было тяжелым, но ни один из них не хотел уходить. Наконец Лиза решилась. «Почему ты не объяснил тогда? Почему просто отпустил меня?» Артём сжал кулаки, глядя на свои ботинки. «Я пытался, но ты не хотела слушать. А потом я подумал, что, может, так будет лучше. Ты заслуживаешь кого-то, кто не причинит тебе боли». «Боли?» — её голос сорвался. «Ты разбил мне сердце, Артём. Я думала, ты был с другой. Катя видела вас». Он поднял глаза, и в них было столько муки, что Лиза замолчала. «Лиза, в ту ночь я не был ни с какой другой. Я был в больнице. У Маши случился приступ. Она болела, ты же знаешь. Я встретился с ее врачом, чтобы обсудить операцию. Катя, наверное, видела нас у кафе. Врач настояла, чтобы мы поговорили там, а не в больнице. Я обнял ее, потому что она дала нам надежду. Маше нужна была эта операция, и я был на грани». Лиза почувствовала, как мир рушится. Она вспомнила, как Катя рассказывала о той встрече, как уверяла, что Артём выглядел счастливым. Она вспомнила, как сама отказалась его слушать, как захлопнула дверь. «Почему ты не сказал мне?» — прошептала она, и слезы потекли по ее щекам. «Я хотел. Но ты ушла. А потом... Я думал, ты счастлива без меня. Я не хотел ломать твою жизнь». Она закрыла лицо руками, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Все, во что она верила 3 года, оказалось ложью. Не его ложью, ее собственной. «Артём, я... я не знала. Прости меня. Я должна была тебе поверить». Он осторожно коснулся ее руки, и это прикосновение было таким родным, что она едва не разрыдалась. «Не вини себя. Мы оба ошиблись. Они говорили до рассвета. О том, как жили эти годы, о своих страхах и мечтах. О том, как пытались забыть друг друга, но не смогли». Когда первые лучи солнца коснулись старого дуба, Лиза посмотрела на Артёма и улыбнулась. Впервые за долгое время искренне. «Что теперь?» — спросила она тихо. Он пожал плечами, но в его глазах загорелась искра. «Может, начнем с кофе? Как раньше?» Она рассмеялась, и этот смех был как освобождение. «Только если ты не будешь заказывать свой ужасный латте без сахара». «Договорились», — улыбнулся он. Они встали и пошли по аллее, а старый дуб остался позади, храня их инициалы. Свидетельство любви, которая пережила время, боль и недопонимание. Спустя месяц Лиза сидела в уютной кофейне, глядя, как Артём что-то увлеченно рассказывает, жестикулируя. Она больше не слушала Катины сплетни. Подруга, узнав правду, извинилась, но их дружба уже не была прежней. Лиза поняла, что доверять нужно сердцу, а не чужим словам. Иногда она возвращалась к тому дубу. Не для того, чтобы вспомнить боль, а чтобы напомнить себе, как важно давать любви второй шанс. И каждый раз, видя их инициалы, она знала. Они с Артёмом больше никогда не отпустят друг друга. Эта история — напоминание о том, что правда порой скрыта за пеленой слухов, а любовь, если она настоящая, всегда найдет путь обратно. Доверяйте своему сердцу. Оно знает больше, чем кажется. Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал.